В древности оливковое масло нередко называли жидким золотом. Легенда утверждает, что богиня мудрости Афина Паллада сотворила этот плод. В ее честь назвали город, поскольку его жители предпочли дар Афины соляному источнику, которым их хотел прельстить Посейдон. Оливковое дерево стало также символом мира и плодородия. Победители Олимпийских игр награждались венком из оливковых ветвей. Это подчеркивало желание сохранить мир и процветание в обществе, а также признавало выдающиеся спортивные достижения. Получение оливкового венка считалось высшей наградой и придавало победителю Олимпийских игр выдающийся статус и почет в обществе. Примечательно, что оливковое масло использовалось для освящения мечетей и храмов, а также для проведения религиозных обрядов в иудаизме и христианстве. Гиппократ, отец медицины, признал целебные свойства оливкового масла. Его воздействие на организм стало ясным, и с тех пор оно стало не только важным элементом питания, но и естественным лекарством. В мире современных тенденций в заботе о здоровье оливковое масло стоит на вершине списка функциональных продуктов. Давайте погрузимся в мир секретов этих золотистых капель, чтобы узнать, как они могут стать неотъемлемой частью вашей заботы о здоровье и благополучии. Секрет номер 1. Защита сердца и сосудов. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают хороший. Это способствует укреплению стенок сосудов, снижению артериального давления и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, не забывайте контролировать порции, так как оливковое масло все еще является калорийным продуктом. Секрет номер 2. Антиоксидантные свойства. Оливковое масло содержит мощные антиоксиданты, такие как витамин Е и полифенолы. Эти вещества борются с свободными радикалами в организме, замедляя процессы старения, поддерживая иммунитет и снижая риск различных заболеваний, включая рак. Секрет номер 3. Поддержка здоровья мозга. Недавние исследования подтверждают, что регулярное употребление оливкового масла связано с улучшением когнитивных функций и снижением риска развития болезни Альцгеймера. Мононенасыщенные жиры способствуют улучшению кровоснабжения мозга и защите нейронов. Секрет номер 4. Защита желудочно-кишечного тракта. Оливковое масло обладает смягчающими свойствами, которые помогают защитить слизистую оболочку желудка и кишечника. Его употребление может снизить риск развития язвы и других желудочно-кишечных проблем. Секрет номер 5. Антивоспалительные эффекты. Полифенолы в оливковом масле обладают мощными антивоспалительными свойствами. Это особенно важно для тех, кто страдает от воспалительных заболеваний, таких как артрит. Умеренное употребление масла может помочь снизить воспаление и связанные с ним боли. Секрет номер 6. Регуляция уровня сахара в крови. Оливковое масло способствует улучшению чувствительности клеток к инсулину, что помогает в регуляции уровня сахара в крови. Это делает его полезным продуктом для тех, кто сталкивается с диабетом или находится в группе риска. Секрет номер 7. Поддержка здоровья костей. Оливковое масло богато полифенолами, которые способствуют укреплению костной ткани и снижению риска развития остеопороза. Включение его в рацион может быть особенно полезным для женщин в постменопаузе, когда уровень эстрогена снижается, что может привести к потере минералов в костях. Секрет номер 8. Улучшение кожного здоровья. Витамин Е и другие антиоксиданты в оливковом масле поддерживают здоровье кожи, предотвращают ее старение и обеспечивают увлажнение. Регулярное употребление масла может способствовать сияющей и упругой коже. Оливковое масло также может быть применено местно для улучшения состояния кожи. Секрет номер 9. Снижение риска рака. Полифенолы оливкового масла имеют антираковые свойства и могут снизить вероятность развития определенных видов рака, включая рак груди и рак кишечника. Эти мощные антиоксиданты борются с процессами, способствующими развитию раковых клеток. Секрет номер 10.
Регуляция аппетита и контроль веса. Мононенасыщенные жиры оливкового масла могут помочь в контроле аппетита и поддерживать ощущение сытости. Это важно для тех, кто стремится к поддержанию здорового веса. Оливковое масло также способствует ускорению метаболизма, что делает его полезным инструментом для контроля веса. Теперь рассмотрим опасность, вред и противопоказания оливкового масла. Хотя оливковое масло обладает множеством полезных свойств, в некоторых случаях оно может вызывать определенные проблемы. Вот несколько потенциальных опасностей, вредных аспектов и противопоказаний оливкового масла. Высокая калорийность. Оливковое масло является калорийным продуктом, и его избыточное потребление может привести к лишнему весу и ожирению. Важно контролировать порции, особенно при использовании масла в кулинарии. Аллергические реакции. В редких случаях люди могут проявлять аллергическую реакцию на компоненты оливкового масла. Симптомы могут включать зуд, красноту кожи, отек или боли в животе. Людям с аллергией следует воздерживаться от употребления масла. Влияние на уровень сахара в крови. Хотя оливковое масло может помочь в регуляции уровня сахара в крови, людям с диабетом следует консультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион. У людей с существующими проблемами с желчным пузырем оливковое масло может вызывать дискомфорт и ухудшить состояние. В таких случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом. Противопоказано при некоторых заболеваниях печени. Людям с тяжелыми заболеваниями печени следует обсудить возможность употребления оливкового масла с врачом, так как масло может быть тяжелым для печени из-за его жирного состава. Потенциальное влияние на уровень холестерина. Несмотря на то, что оливковое масло обычно считается полезным для сердечно-сосудистой системы, у некоторых людей оно может повысить уровень общего холестерина. Это касается в первую очередь оливкового масла с низким качеством. Важно помнить, что воздействие оливкового масла может варьироваться от человека к человеку, и конкретные рекомендации следует получать от врача, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или проблемы со здоровьем. Важный вопрос. Сколько безопасно съедать оливкового масла в день? Количество оливкового масла, которое безопасно употреблять в день, зависит от различных факторов, включая ваш общий рацион, здоровье и энергетические потребности. В целом, оливковое масло является полезным и здоровым источником жирных кислот, антиоксидантов и витаминов. Организация по здравоохранению рекомендует, чтобы общий прием жиров, в том числе масел, составлял от 20% до 35% от общего количества потребляемых калорий. Когда речь идет об оливковом масле, это означает, что вы можете включать его в ваш рацион, но в умеренных количествах. Обычно рекомендуемое количество оливкового масла в день составляет примерно 1-2 столовые ложки. Это 15-30 мл. Это количество может быть распределено между приготовлением пищи, заправкой салатов или использованием в других блюдах. Важно помнить, что оливковое масло, хотя и является полезным источником здоровых жиров, все равно достаточно калорийно. Поэтому при употреблении оливкового масла учитывайте свой общий рацион и следите за общим количеством потребляемых калорий. Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или диетические ограничения, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом для получения персонализированных рекомендаций. А теперь наша любимая рубрика «Полезных советов». Рассмотрим секреты, как правильно выбрать оливковое масло. Оливковое масло – это не просто ингредиент, а ключ к великолепному вкусу и заботе о здоровье. Выбор подходящего масла может быть сложным, но рассмотрим несколько ключевых моментов, которые помогут вам определиться. Секрет номер 1. Цель использования. Прежде всего, определите, для чего вам нужно оливковое масло. Если вы планируете готовить горячие блюда, лучше выбирать масло с добавлением рафинированного. Для салатов и других холодных блюд предпочтительно масло экстра-класса. Секрет номер 2. Цвет и оттенок.
Оливковое масло может иметь ярко-желтый, зеленый или темно-золотой цвет в зависимости от сорта и места роста оливок. Оттенок также зависит от степени их зрелости. Качественное масло всегда должно иметь свежий вкус. Секрет номер 3. Вкус и аромат. Вкус масла зависит от сорта и может различаться, но некачественное масло часто характеризуется отсутствием вкуса или прогорклостью. Качественное масло имеет легкий привкус специй, а запах приятен, напоминая терпкие травы и фрукты. Секрет номер 4. Информация на этикетке. Внимательно изучайте этикетку. Там указана категория продукта, показатель кислотности, не больше 3,3%, рекомендации по хранению и многое другое. Адрес производителя, данные импортера и название страны – это также важные моменты. Секрет номер 5. Происхождение и качество. Оливковое масло предлагается различными производителями, но итальянское масло обычно содержит на этикетке самую полную информацию, включая место производства. Различные регионы Италии предлагают разнообразие вкусовых оттенков, от зеленоватого и фруктового тосканского до золотисто-желтого или зеленого масла из Сицилии, Апулии и Калабрии. Секрет номер 6. Региональные особенности. Тоскана. Зеленоватый оттенок, фруктовый вкус. Идеально для заправки риса, спагетти, гриля и супов. Умбрия. Тонкий привкус, подходит для тонких блюд. Сицилия, Апулия и Калабрия. Золотисто-желтый или зеленый оттенок с сильным, но приятным вкусом. Отлично подходит к мясу и овощам. Лигурия. Желтое или светло-зеленое масло подходит ценителям тонкого вкуса. Идеально для соусов с базиликом. Гардесана. Похоже на лигурийское, но с более сильным фруктовым оттенком. Используется для рыбных блюд. Выбор оливкового масла – это встреча с культурой и вкусом. Помните о важности качества и доверьтесь своему вкусу, чтобы открыть для себя мир этого удивительного продукта. А теперь рассмотрим профессиональные секреты хранения оливкового масла. Руководство для заботливых гурманов. Оливковое масло – это не только вкус, но и забота о его сохранении в оптимальном состоянии. Давайте поговорим о том, как правильно хранить это драгоценное масло, чтобы сохранить его качество и вкус. Секрет номер 1. Правильная упаковка. Оливковое масло лучше всего хранить в темной стеклянной таре. Стекло защищает от воздействия света, который может оказать негативное воздействие на качество масла. Секрет номер 2. Оптимальная температура. Рекомендуется хранить масло при комнатной температуре, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Однако, если вы выбрали продукт первого холодного отжима, помните, что он может замерзнуть при температуре 8-10 градусов. Не пугайтесь, если масло станет густым и молочно-белым. Это абсолютно нормально. Секрет номер 3. Хранение в холодильнике. Некоторые предпочитают хранить оливковое масло в холодильнике, особенно в жаркую погоду. В этом случае убедитесь, что тара плотно закрыта, чтобы избежать попадания запахов. При хранении в холодильнике масло может затвердеть, но при возвращении к комнатной температуре оно восстановит свою жидкость. Секрет номер 4. Контроль на качество. Качественное оливковое масло первого холодного отжима может замерзнуть и стать молочно-белым после нескольких дней хранения при низких температурах. При возвращении к комнатной температуре оно вернет свою жидкость без утраты своих качеств. Однако, если продукт после хранения в холодильнике не полностью оттаивает или образуются белые хлопья, это может указывать на разбавление масла или его производство из менее качественных ингредиентов. Хранение оливкового масла – это искусство сохранения его неповторимого вкуса и пользы. Следуя этим простым советам, вы обеспечите маслу лучшие условия для сохранения его выдающихся качеств. И, наконец, давайте рассмотрим интересные факты об оливковом масле. Сырой плод оливы непригоден к употреблению из-за горькости.
Однако после вымачивания в специальном рассоле на протяжении нескольких недель горечь исчезает. Горечь остается даже в масле экстракласса из-за олеуропеина, который сохраняется. Технологии изменились, но процесс отжима, ставший более технологичным, продолжает сохранять важность. Первоначально плоды давили, затем полученную массу аккуратно перемешивали. Современные центрифуги заменили старые прессы. Отжимка масла ранее происходила на прессах различного типа. Оставшаяся после отжима масса жмыха также могла давать масло, но более низкого качества, подлежащее химической очистке. Наивысшим стандартом является масло нефильтрованное экстракласса или фильтрованное экстракласса. Кислотность этого продукта не должна превышать 0,8. Высоко ценится капельное масло первого холодного отжима, несмотря на условность термина. Важно отметить, что в современных условиях оливковое масло обычно отжимается лишь однажды. Вывод. Ученые и врачи в один голос подчеркивают, что все эти научно обоснованные секреты свидетельствуют о том, что оливковое масло не только вкусное, но и весьма полезное средство для поддержания здоровья и продления жизни. Включение его в рацион может стать простым и вкусным способом заботы о себе и своем долголетии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.